Для начала мы выделяем источник углекислого газа. Он может быть точечный, он может быть мобильный. При этом на сегодняшний день, конечно же, наиболее распространенные источники это точечные, то есть это электростанции или какие-то промышленные производства. Технологии по улавливанию на мобильных источниках, например, на крупных судах или даже на автомобилях, находятся в очень сильно зачаточном состоянии и на очень низком уровне технологической готовности. После того, как мы выявили источник, мы выбираем технологию, как мы будем улавливать на этом источнике углекислый газ. Вариантов несколько, но на сегодняшний день наиболее распространенная технология – это технология аминовой очистки. Уже была опробирована на электростанциях, на угольных электростанциях в первую очередь, и также на некоторых промышленных предприятиях. После того, как мы уловили этот СО2 у нас на предприятии, он подвергается очистке и сжатию. Далее мы транспортируем СО2. Опять же, есть несколько опций. Можно транспортировать судами, можно транспортировать по трубопроводам. Также транспортировку можно осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом в цистернах. Главный нюанс при транспортировке очень важный – это очистка, сжатие и осушка СО2, потому что СО2 обладает достаточно сильными коррозионными свойствами, и, соответственно, чем выше степень осушки и частоты СО2, тем меньше риск коррозии для трубопроводов или цистерн и так далее. И после транспортировки у нас возникает две опции, соответственно, либо мы осуществляем закачку СО2 в пласты, например, в истощенные нефтегазовые коллектора, в угольные шахты, и также есть варианты использования соленостных водяных пластов или же аквиферов, также для долгосрочного хранения СО2. Вторая опция – это полезное использование СО2, или же по-другому это еще называется утилизация. Там также достаточно широкий спектр использования, от газированных напитков до производства аммиака, производства синтетических топлив и так далее. История развития технологии CCS, если смотреть с самого начала, то ей на самом деле уже больше 100 лет. Первоначально эта технология использовалась для очистки метана на газовых месторождениях от углекислого газа. Соответственно, эта технология была намного проще, чем на данный момент, поскольку, по сути, нам нужна была только сепарация и даже не требовалась аминовая очистка. Уже позже, в начале 70-х годов, когда начались первые разговоры, во-первых, об проблеме изменения климата, уже эта технология начала применяться более точечно и уже именно к улавливанию СО2 на электростанциях или на промышленных предприятиях. Но такое сильное развитие она получила где-то в начале 90-х, 2000-х годах, когда, опять же, снова начались разговоры об изменении климата. Тогда стартовал норвежский проект Sleipnir и канадский проект на угольной станции. После, опять же, 2015 годы, мы помним, что были очень период высоких цен на нефть, очень активно развивался и газовый рынок, немножечко забыли об улавливании СО2. Тем не менее, с 2015 года, после подписания Парижского соглашения, снова эта отрасль получила новое дыхание, и многие проекты стартовали как раз в это время. Технологии улавливания и хранения СО2 в первую очередь связаны именно с климатическими вопросами, поскольку особенно на сегодняшний день коммерческого применения этой технологии в целом нету. Экономики у данных проектов тоже нету, и в первую очередь требуется сильная государственная поддержка. Экономика у этих проектов есть на газовых месторождениях, опять за счет реализации природного газа. Некоторая экономика есть, например, на биоэтанольном производстве, опять же, потому что очень высокая концентрация СО2, его достаточно просто отделять. И, в принципе, наверное, все. То есть тоже есть какие-то небольшие еще производства, там, где нам необходим этот СО2 отделить и продать другой продукт, либо там, где вот мы его тоже можем напрямую использовать. И очень сложно бизнесу объяснить простую вещь, что это технология про то, что ваши дети через 20-30 лет будут жить лучше, а бизнес работает здесь и сейчас, и основная цель любого предприятия – это прибыль. Поэтому здесь, да, вот очень большая сложность, но без применения этой технологии добиться цели Парижского соглашения не получится.
экономика, естественно, базируется на производственной цепочке. Самое дорогое у нас улавливание и, опять же, очень широкая вилка. Улавливание может быть в районе $5 за тонну, если это месторождение природного газа, и до $300, если это выплавка алюминия. И опять же, даже в самом алюминии у нас разрыв может быть от 130 до $300 за тонну. То есть в силу того, что технология очень молодая, у нас действительно очень мало данных, много данных чисто эмпирических, а не проектных. Далее мы как раз смотрим на транспортировку. Когда только эти проекты начинаются, очень важно смотреть так, чтобы у нас места и точки выброса СО2 были не очень далеко, например, от истощенных нефтегазовых коллекторов. Сегодня это наиболее простой метод закачки, поскольку нефтяники знают геологию, и нужно намного меньше затрат на то, чтобы доизучить эти пласты, и уже была возможность закачать СО2 в пласт. Ну и последнее — это мониторинг. Ну, на него приходится там 2% в общем соотношении, но он будет идти постоянно, поскольку если будут утечки СО2, ну, по сути, это будут деньги на воздух. Для увеличения рентабельности технологии, безусловно, крайне важна господдержка, при этом не так важно, в какой форме она будет выглядеть. Например, сейчас, наверное, самая такая мощная господдержку мы наблюдаем в США с их инфляционным актом, где есть очень сильные налоговые послабления для тех компаний, которые как раз осуществляют закачку СО2 в пласт. Но здесь как раз важно отметить, что в целом Штаты были, наверное, одними из пионеров по апробации этой технологии, при этом она была достаточно интересно вывернута, поскольку в первую очередь Штаты использовали СО2 для увеличения нефтеотдачи пластов. И что самое интересное, изначально СО2 не улавливался. Так сложилась геология в этой стране, что натуральные источники подземного СО2 находились недалеко от месторождений нефти и газа, и они добывали этот СО2 и закачивали в пласты. То есть с точки зрения климата и декарбонизации, конечно, это была не декарбонизация, но это позволяло апробировать технологию. Это позволяло снижать издержки, и поэтому сегодня я бы сказала, что, наверное, Штаты, Норвегия, у которой тоже также много проектов, но при этом крупнейшие проекты Норвегии порядка 70% это государственное участие, инвестиции. Поэтому да, на сегодняшний день действительно проекты, направленные на декарбонизацию, а не на очистку метана или на увеличение нефтеотдачи пластов, также очень такая скользкая тема. Очень часто компании обвиняют в гринвошинге за счет этого. Да, пока экономика без помощи государства, без инвестиций, без налогов или налоговых кредитов, она не работает. На сегодняшний день проектов по CCS на самом деле пока не очень много. По состоянию на 2024 год их где-то порядка 40, и суммарное улавливание оценивается менее 50 миллионов тонн СО2 в год. Для сравнения, антропогенная эмиссия порядка 36 гигатонн в год. То есть пока мы не выполняем никакие цели Парижского соглашения, объемы крайне маленькие, плановых и заложенных проектов намного больше. В состоянии на 2024 год общие суммарные мощности, если все эти проекты действительно будут реализованы, это будет порядка 350 миллионов тонн, но опять же миллионов тонн, не гигатонн. И опять же сейчас встают вопросы с учетом того, что падает экономика во всем мире, есть и геополитические проблемы, насколько действительно эти проекты будут реализованы, потому что львиная доля из них — это проекты, которые не получили подтверждения до конца, не приняты инвестиционные решения. Соответственно, здесь это своего рода гадание на кофейной гуще. Если говорить о крупных проектах, таких самых наиболее интересных, то это канадские проекты, на самом деле в Канаде проектов больше всего. Есть проекты, которые рассчитаны на улавливание на угольных станциях, дальше уже соединены они в большой хаб, когда у нас есть большой транспортный коридор, и дальше уже можно закачивать, как вариант, опять же, для увеличения нефтеотдачи пластов, и также они рассматривают тоже закачку в аквиферах. Также США
Опять же, есть достаточно большое количество проектов в США. И тоже интересные проекты есть в Бразилии, но они в первую очередь направлены на очистку добываемого углеводородного сырья СО2 из своих офшорных месторождений. На российском рынке, да, ситуация обстоит по-другому. У нас действительно нет действующих проектов. Были планы у Новатэка, были планы у металлургов, у компании «Лукойл», но, тем не менее, сейчас никаких подвижек особых в открытом доступе мы не видим. Тем не менее, есть одна компания, которая реализовала небольшой проект, это компания Real Invest, и они как раз на своей небольшой электростанции в Новгороде осуществили полностью проект по улавливанию СО2 вместе с Нижегородским государственным университетом. Но, опять же, к сожалению, информации не так много, насколько он коммерчески успешен, да, и какие там показатели мы не видим. Но здесь также важно сказать, что на самом деле в России мы можем это реализовывать. У нас есть достаточно много преимуществ. Ну, первое, технология аминовой очистки у нас есть, и мы это прекрасно умеем делать. Далее, крайне важно, у нас огромное количество истощенных месторождений. Это, опять же, мы знаем геологию, у нас много информации, соответственно, действительно для России, для нефтяных компаний это вот интересная диверсификация бизнеса. Риски и технологии по CCUS, они также распределены по технологической цепочке. То есть, опять же, если мы смотрим на улавливание, то это риск остановки всей электростанции, поскольку установка по улавливанию интегрируется полностью в производственный процесс. Также это вопросы воздействия на окружающую среду, потому что когда мы используем аминовую очистку, там присутствует достаточно большое количество химических веществ, и если, конечно, произойдет утечка, то это будет достаточно опасно там, для почвы, для грунтовых вод. И, ну, опять же, важным аспектом является достаточно высокая энергоемкость самого процесса, то есть, соответственно, это может в какой-то мере даже увеличить выбросы углекислого газа, то есть здесь очень важен баланс. При транспортировке главный риск – это риск коррозии трубопроводов, цистерн или же судов. При хранении, да, действительно, есть риск утечек. Минимальные риски утечки реализуются, ну, в первую очередь, когда у нас хорошая геология, и мы понимаем, что происходит. И крайне важно соблюдать глубину закачки, не менее 800 метров. Когда мы заканчиваем ниже 800 метров, уже СО2 в сверхкритическом состоянии, то есть это такое состояние, когда у нас жидкость имеет свойства газа. Если все правильно сделано, опять же, он должен оставаться в пластах, но здесь именно для этого важны финальная вот эта часть мониторинга того, как вообще себя ведет СО2 в пласте. И опять же, пока опыта мало, да и сказать по правде, и данных мало именно по утечкам. По различным оценкам, к 50 году нам потребуется порядка 7-8 гигатонн СО2, который будет улавливаться за счет различных технологий CCUS. Здесь важно отметить, что вот сегодня мы в первую очередь говорим об улавливании и хранении источных источников, но также сюда будут включаться технологии улавливания прямого захвата СО2 из воздуха. Это технологии DAC, это также могут быть технологии усиленного выветривания горных пород, это могут быть технологии захвата СО2 с помощью океанов. Почему эти технологии важны? Вот этот спектр технологий, когда мы захватываем СО2 именно из воздуха, а не с промышленного предприятия, потому что при захвате СО2 только с промышленного предприятия мы достигаем целей чистого нуля, целей net zero. Но при том, что антропогенная эмиссия, она уже превысила свои возможные лимиты достаточно сильно, нам необходимо уже обеспечивать отрицательную эмиссию СО2, и, соответственно, улавливание из воздуха – это уже следующий шаг для того, чтобы достичь климатических целей.